Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и неприкрытом бесновании в финале Евровидения 2023. 13 мая состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение 2023. В нем приняли участие представители 26 стран. Конкурс прошел в Ливерпуле от имени Украины, занявшей в прошлом году первое место. Как и следовало ожидать, мероприятие подобного масштаба не осталось без внимания иллюминатов. В финал попали самые символичные номера, а сам конкурс превратился в некое подобие шабаша. Со сцены активно демонстрировалась известная символика, а некоторые выступления включали программы негативных сценариев ближайшего будущего. В 2023 году даты проведения Евровидения были подобраны максимально символично. Все они выпали на так называемые коды системы, используемые представителями известного культа. Так, даты первого и второго полуфиналов пришлись на 9 и 11 мая, что в совокупности образует код катастроф 911. Финал же состоялся именно 13 числа, соответствующего любимому числу иллюминатов. Открыли финал Евровидения 2023 представительницы Австрии Тея и Салена с песней «Кто такой, черт возьми, Эдгар?». Их композиция посвящена американскому писателю Эдгару Аллану По, известному своими страшными мистическими рассказами. В песне идет речь о призраке, который вселился в тело исполнительницы и помог ей добиться популярности и славы. «В моем теле живет призрак, и он пишет классные тексты. Его зовут Эдгар Аллан По. Кажется, он не может себя сдержать. Не знаю, как он овладел мной, но я даже рада, что так случилось, потому что эта песня особенная, я на ней заработаю деньжат». Таким образом, слова песни продвигают тему одержимости, выдавая ее за норму. Символичным было и само выступление артисток. Представительницы Австрии вышли на сцену в красно-бело-черных нарядах, соответствующих любимым цветам иллюминатов. Особого внимания заслуживают красные перчатки исполнительниц, глядя на которые создавалось ощущение, что их руки испачканы в крови. Этой же цветовой гамме соответствовали костюмы девушек из группы подтанцовки. На глазах их были надеты темные очки, напоминающие очки виртуальной реальности. Данный момент дает отсылку к идее о нереальности нашего мира и продвигающему ее фильму «Матрица». В середине номера на экране за спиной певиц появилось изображение десятков девушек в темных очках, которые маршировали и двигались, словно роботы. Это может намекать на то, что люди, погруженные в иллюзию, в большинстве своем утратили человеческую природу, превратившись в послушных рабов. На одном из моментов экран превращается в черно-белую зебру, что дает отсылку к шахматному полю, означающему единство добра и зла. На его фоне девушки демонстрируют перевернутый треугольник, символ падения мира. Следующей перед зрителями выступила певица из Португалии Мимикет. Артистка вышла на сцену в образе так называемой «Красной королевы», стоящей во главе общества иллюминатов. Сопровождали ее танцоры в красных нарядах. Во время номера конкурсантка прищуривала глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока, высовывала язык, что дает отсылку к образу индуистской богини разрушения Кали, а также складывала руки в жест рога дьявола. Следующим в финале Евровидения выступил исполнитель из Швейцарии Ремо Форер с песней «Водяной пистолет». Артист и его группа подтанцовки были одеты во все черное. В целом номер Ремо посвящался теме отсутствия свободы у людей. На первых же секундах на фоне Вселенной показываются связанные друг с другом парни и девушки. Чуть позже на их шеях можно будет рассмотреть массивные ошейники, являющиеся символом контроля и подчинения. В конце выступления певец остается один в полной темноте под лучом искусственного света. Участники группы подтанцовки разрывают связи друг с другом и разбегаются в разные стороны. Однако сложно сделать вывод о том, что они обрели свободу, так как поводки с их шеи никуда не исчезли. Помимо всего прочего, на одном из моментов во время выступления швейцарца с неба начали падать огненные снаряды, что может быть намеком на метеоритный дождь. Четвертой в финале Евровидения 2023 выступила исполнительница из Польши Бланка. Девушка танцевала на фоне восходящего солнца, которое в то же время напоминало вспышку ядерного взрыва. Ближе к концу номера на экране за спиной артистки появилось пламя, а шар начал напоминать нашу обгоревшую планету. Все это может представлять собой элементы негативного программирования будущего, связанного с сильнейшими пожарами или ядерными взрывами.
Вперемешку с этим на экране мелькали пальмы, что может быть указанием на то, что в зоне бедствия окажутся именно южные регионы. Одним из самых символичных получилось выступление представителя Сербии Люка Блека на песню «Сама миссия спава», что в переводе означает «мне просто хочется спать». Номер дает прямые отсылки к фильму «Матрица». На первых его секундах певец показывается на некоем ложе. Оно напоминает капсулу, в которой в «Матрице» находились погруженные в иллюзорный мир люди. Когда камера отдаляется, становятся видны подключенные к ней черные провода. Чуть позже станет понятно, что каждый из них подсоединен к стоящему рядом человеку. Над капсулой же можно заметить жуткого монстра с рогами и горящими глазами, олицетворяющего самого дьявола. Таким образом, все показанное иллюстрирует одну из теорий об устройстве нашего мира. Согласно ей, люди являются источником энергии для демонических существ. Разум же их погружен в иллюзию, которую они принимают за правду. Когда люди с подключенными проводами показываются крупным планом, на их лицах можно заметить маски. Это прямой намек на пандемию и тех, кто покорно следовал указаниям системы, не замечая подвоха. Люк Блек в это время складывает пальцы в жест 3 шестерок. Ближе к концу номера артист начинает вырывать провода, отключая людей в масках от системы. В это время рогатый монстр теряет свою жизненную энергию. Когда отключается последний провод, его охватывает пламя. После этого на экране появляется фраза «Враг побежден». Все это может представлять собой подсказку для человечества. Чтобы победить дьявола, нужно отказаться от иллюзий и перестать подпитывать систему своими эмоциями. Большинство людей же предпочитают находиться во сне, о чем говорят последние строки песни. Война, голод, надежды нет. А разум спит, пока весь мир полыхает огнем. Я просто хочу спать. Участник из Кипра Эндрю Ламбру вышел на сцену во всем черном. Сначала он стоял на фоне падающих с неба потоков воды, что может быть указанием на природные катаклизмы. Затем же за спиной артиста словно раскрылась преисподняя. Всю сцену и экран охватило пламя, на фоне которых восторженно пел Эндрю. Певица из Испании Бланка Палома появилась перед зрителями в наряде красно-бело-черных тонов. Она стояла в конце красного коридора, через стены которого к ней тянулись руки. Создавалось ощущение, что артистку пытались схватить демонические сущности. Далее Бланка прошла в центр круга, после чего ее обступили девушки в красном. Они начали неестественно двигаться, словно проводя некий оккультный обряд. На одном из моментов сцену показали сверху. Она подсвечивалась в виде глаза, символа всевидящего ока. Далее выступила певица из Швеции Лорин, которая в итоге заняла 1 место. Ее номер полностью посвящался идее о нереальности нашего мира и одиночеству человека во Вселенной. Изначально артистка появилась на сцене, будучи зажатой между 2 платформами. Верхняя из них представляла собой экран. Данная локация отражает теорию о том, что наше сознание – это одинокая частица во Вселенной, подобно снам, визуализирующая свой собственный мир. То есть на экране проецируется отражение мира, которое создается сознанием и воспринимается за реальность. Тот факт, что платформа и экран находились близко друг к другу, практически зажимая Лорин, символизировала ограниченность сознания человека. В процессе выступления экран медленно поднимался, а певица обретала все больше свободы. Она толкала плиту вверх, расширяя свои границы. В конце номера экран поднялся достаточно высоко, однако певица так и осталась стоять на месте. Все это говорит о том, что ее свобода была лишь иллюзией. Помимо всего прочего, во время номера в глаза бросались огромные ногти Лорин, напоминающие лапы зверя. Далее на сцену вышли представители Албании, номер которых якобы посвящался семейным ценностям. Конкурсанты были одеты во все черное, а за их спинами на черном экране красовались красные узоры, напоминающие корневую систему. К середине номера они сплетаются в одной точке, после чего на экране происходит взрыв. Красная кнопка и остальные образы могут быть намеком на применение ядерного оружия. Помимо всего прочего, артисты держали в руках красные платки, являющиеся символом революции. Следующим песню исполнил конкурсант из Италии Марко Менгони. За его спиной, на фоне полной луны, стояла лестница, символизирующая ступени масонства. Выполнена она была в форме главного символа иллюминатов – пирамиды. Сама луна дает отсылку к одноименному культу, связанному с поклонением дьяволу. На протяжении всего номера 2 мужчин отчаянно пытались взобраться по лестнице на верхнюю ступень,
но каждый раз падали и возвращались на прежнее место. В конце им все-таки удалось взойти на вершину, где они встали, обняв друг друга. Из Луны в это время начал исходить радужный свет. Данный момент открыто продвигает тематику ЛГБТ-сообществ. Кроме того, он показывает, что путь к вершине пирамиды, символизирующий устройство нашего общества, открыт лишь для тех, кто готов продвигать главную повестку иллюминатов. Собственно, и сам артист входит в число представителей ЛГБТ-комьюнити. Певец из Финляндии с псевдонимом Киария, ставший вице-чемпионом Евровидения 2023, начал свое выступление внутри деревянного ящика, выполненного в форме куба. Куб является символом культа Сатурна, связанного с поклонением дьяволу. Вероятно, что конкурсант из Финляндии и играл роль его хозяина. Вскоре Киария забрался на верхнюю грань куба. В этот момент из него вышли парни и девушки, которых певец держал на поводках, словно собак. Все эти образы символично показывают, что именно дьявол правит людьми, ограничивая их свободу. Помимо всего прочего, номер Фина способствовал продвижению тематики ЛГБТ-сообществ. Таким образом, уже после просмотра половины финального дня Евровидения 2023 становится понятно, что конкурс в очередной раз прошел под эгидой сатанизма. В следующем выпуске будут рассмотрены номера оставшихся участников, многие из которых получились не менее символичными. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.